Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Посмотрите, какую красоту мы сегодня будем шить. Это наряд для моей невестки. Шить мы будем его из тонкого катона такого же цвета. Тонкий-тонкий катон. Я надеюсь, вам видно, как он выглядит, этот костюмчик. На данный момент мы будем шить брючки. Я сейчас выключу, да, вот так виднее, по-моему. Извините, съемки, это такая штука, не всегда все видно. Откладываем. Шьем сейчас брючки, потом будет блузочка. Вот, брючки выглядят следующим образом. Это брюки в стиле палацио, мне кажется. Два крупных защипа, сзади выточки, карманы в боковых швах с подкрайным бочком, все очень просто. И они достаточно широкие по низу. С чего начинаем? Начинаем с того, что выбранную ткань обязательно декотируем. Это стретч-катон, очень-очень тонкий. Я надеюсь, будет красиво. Молнии, естественно. Вот. И достаем свою базовую конструкцию брюк, которую вы уже построили для себя. Мы будем моделировать только переднюю половинку. Так выглядит базовая конструкция на фигуру моей девочки. Это передняя половинка, задняя половинка. Я уже шила по этой выкройке и не раз. И теперь заднюю половинку откладываем. Здесь мы ничего не будем моделировать. Просто стачаем выточку и вырежем. Все, база отработана. И шов сиденья, были отшиты несколько макетов. Здесь все хорошо. Откладываем. Теперь касаемо передней половинки. Вот на расстоянии 7 сантиметров есть линия заутюжки. Мы ее намечаем. Она у меня намечена карандашом. И теперь по этой линии нужно сделать разрез. И в сторону отложить 5 сантиметров и раздвинуть деталь. Точно так же нужно сделать на расстоянии 5 сантиметров в сторону и тоже нарисовать линию и разрезать ее и сделать ширину складки 4 сантиметра. Сейчас я это все разрезаю и наклеиваю на бумагу, чтобы было понятно в дальнейшем. Вот я разрезаю по этой линии на расстоянии 7 сантиметров. Вот здесь. Эту часть приклеиваю сюда, а эту на расстоянии где-то 5-6 сантиметров. Чем глубже, тем интереснее. Но я думаю, вот этого количества будет достаточно. Сейчас я замерю. 6 сантиметров я буду делать. Вот на расстоянии 6 сантиметров приклеиваем эти две детали. Вот что получается. Я складку сложила. Вот такая складочка образовалась. И теперь от линии колена где-то, можно чуть-чуть ниже, я провожу линию на расстоянии где-то 2 сантиметра по линии колена, отступаю. И у меня будет складочка раздвижная. Она не будет параллельно, она будет сбегаться чуть-чуть к колену. И намечаю линию тоже. Вот так. И разрезаю ее. И у нас будет раздвижка в стороны. Разрезаю. Начинаю резать сверху. По этой линии. Я не хочу расширять линию сильно низа. Мне достаточно будет расширения. И расширение теперь будет вот такое. И снизу приклеиваю бумагу. Здесь я буду делать расширение сантиметров 5. Вот так. Заклеиваю сейчас, делаю складочку и показываю. Вторая складка готова. Вот я ее раскрываю, выделила красным, чтобы было видно. Вот что получается.
Не забываем на вот этом участке добавить гульфик, если он вам нужен и он планируется. Ширина моего гульфика 3 сантиметра, а длина, ну, до линии бедер, в общем, я всегда делаю 17,5 он у меня. Вот. И теперь очень важно определиться с местом расположения кармана и сделать мешковину кармана. Это тоже очень просто. Я отступаю 3 сантиметра. Здесь линия бедер у меня в моем случае 7 сантиметров. И вы делаете вход в карман, какой вам нравится. Я буду делать, наверное, вот такой. Линию нужно, конечно же, найти, постараться. Значит, от передней половинки вот этот кусочек я отрезаю, естественно, а вот эта часть пойдет в карман. Карман, я думаю, будет приблизительно до линии сидения, вот такой. Можно чуть-чуть ниже, пару сантиметров, ну, например, вот до сюда. Линия сидения у меня на 25 сантиметров, ну, где-то 27 получается. Вот так я рисую мешковину кармана. Вы можете ее любую и под гульфик сделать. Но я, наверное, не буду этого делать. Я сделаю вот до этой складочки. И одна мешковина кармана будет вот форма, а вторая мешковина кармана вот форма. То есть отличаться они будут только на вот этот откосок. Сейчас выкрою и покажу, как будет выглядеть мешковина кармана. Перед тем, как выкроить мешковину, вот эту часть нужно уточнить. Сделать ее как положено, сложенными складками. Вот видите, вот так. И теперь укладываем кальку сверху. Отмечаем себе намеченную линию. Форма мешковины может быть любой. Вот будет одна мешковина кармана. Я сейчас вырежу вторую и по вот этому участку склею. И она у нас будет со сгибом. Вот здесь будет сгиб. И так тоже будет очень-очень удобно. Я здесь намечаю место, где должна присоединиться другая сторона. Вот. И можно даже пунктиром нарисовать, как она должна лечь. Вторую мешковину я вот вырезала. И теперь по вот этому сгибу, где нарисовала, прилепляю. Теперь вырезаю все вместе. И складываю. Все. Она у нас будет цельнокроенная, будет находиться на вот этом участке. Ее можно сделать шире, как вы захотите. Можно даже не делать ее со сгибом, но смысл остается тем же. Теперь я хочу еще показать, что для этих брюк палаццо свойственно еще вот здесь на сантиметрик расшириться и опуститься вниз. И вот здесь буквально тоже на сантиметрик. Не так бедра, вот здесь. Я сейчас нарисую линеечкой. То есть линия идет более ровно. Если мне покажется, что этого много, я всегда смогу отрезать. Но мне кажется, что так будет интересней. И то же самое я сделаю по шаговому срезу. То есть его сделаю вот таким. 1,5 сантиметра где-то добавлю в районе линии колена. Итак, перед вами уже смоделированная передняя половинка брюк. Повторяю, 7, 5 расстояние между складками. Эта складка 6 сантиметров,
а эта складка 5 сантиметров. Длина гульфика 17,5, 3 сантиметра вынос. Теперь 7 сантиметров от линии бедер вход в карман, 3 сантиметра в сторону. Вот эта часть, она отрезается. И она уже не нужна. Я ее отворачиваю, чтобы вас не путать. Эта часть будет на кармане. Вот. Такая выкройка. Не забываем 1,5 сантиметра на линии колена расширить в одну и в другую сторону. И то же самое нужно сделать на задней половинке. Я уже не буду ее изменять, а сделаю это на ткани. Детали выкраиваем. Эта деталь карман. Она является бочком. Вот так. Пояс выкраивается по уже получившейся линии талии после корректировки. Ширина пояса 3 сантиметра. Вот такие брючки. Все выкраиваем и собираем их точно так же, как я всегда показываю. Брюки есть, пошив брюк у меня на канале. Смотрите, пожалуйста. Итак, брюки я раскроила. И теперь хочу показать вам детали кроя, как они выглядят и что необходимо сделать обязательно. Это молния в цвет. Модель выглядит вот так. Откладываем. Значит, пояс. Ширина пояса 10 сантиметров в сложенном состоянии 5. Из них сантиметр уйдет. И я оставила 4, но если покажется, что широкий пояс, то я его подрежу, осноровлю. То есть выкроила 2 детали. Вот, и потом определюсь, где будет сточной срез. Либо по спинке, либо по боку. Я чаще всего так делаю. Теперь передняя половинка. Так она выглядит. На правой стороне я проклеиваю флизелином самым тонким. Сейчас я его покажу вам. Так он выглядит. Очень тоненький, трикотажный. Вот. Значит, откосок я заутюживаю всегда. Вот так. Для чего это нужно? Для того, чтобы ровно отрезать левый. То есть укладываю друг напротив друга. Здесь будет молния проходить на расстоянии 3 миллиметров. И поэтому от загнутой линии я отрезаю, оставляю где-то 2 сантиметра и отрезаю. То есть это чуть-чуть дальше, чем тот припуск, который я делаю на 5 миллиметров. Теперь на этом месте будет гульфик. Значит, гульфик, ширина его тоже 5 сантиметров в сложенном состоянии, а длина, ну, чуть-чуть больше. Сначала вырезайте, а потом всегда можно подрезать, чем то место, которое вы оставляете. Вот. И он тоже дублируется тем же самым флизелином трикотажным и заутюживается пополам. Все швы я буду обрабатывать на верлаке полупрозрачными нитками. Вот. И вход в карман тоже продублировала. Еще вполне возможно буду дублировать низ, но это уже после примерки. Сборку я начинаю с обработки карманов, с обработки гульфика. Вот. Ну а потом все остальное с выточки и соединяю его средней и шаговой, готовлюсь к примерке. Вот я готовлюсь к примерке. Сделала уже гульфик. Как делать гульфик у меня на канале есть. Много раз шила брюки и показывала, как я делаю гульфик. Все очень просто. И хочу показать именно карман цельнокроенной подкладкой. Один карманчик я сделала, а второй сейчас вам расскажу. Пришиваем мешковину кармана и растрачиваем шов. И для того, чтобы внутри вот здесь не было оверлока, я решила обработать выворотным швом. Еще ничего не приутюживала. Поэтому сначала, после вот этого, мы сворачиваем наизнанку по рассечкам. Вот здесь рассечки. И стачиваем мешковину кармана
шириной шва до 5 мм и отрезаем до 0,3. После чего выворачиваем карман. Подкладку стачали на лицо, подрезали до 0,3 и теперь выворачиваем и стачиваем. Даем строчку вот здесь. Вот вывернули. Можно приутюжить, а можно просто так. На ширину лапки я стачиваю. Это делать не обязательно. Но в любом случае выворотный шов красиво смотрится. Все. Теперь шовчик надо приутюжить. И теперь вот эти две рассечки мы карман укладываем по этим двум рассечкам и закрепляем иголочками. Даем вот здесь закрепку и здесь закрепку. И затем складываем складочки. Вот я уложила по рассечке и даю просто закрепку по краю. Почему я делаю карманы? Потому что нужно посмотреть посадку, чтобы и карманы лежали в том числе хорошо. Вот, теперь разворачиваемся и укладываем по верху подкладку. Этот шов будет приутюжен. Вот рассечка, мы четко в нее попадаем. Можем поставить маленькую закрепочку и закрепить. А можем сразу закрепить и сами складочки. Вот, одновременно. Складки идут от центра. Вот совмещаем эти рассечки между собой. Вернее, вот они от центра. Две ближайшие. Вот. И теперь следующую. Так, чтобы подкладка тоже была захвачена. Аккуратно все выравниваем, закалываем и даем строчку по верху, закрепляя сами защипчики. И даем строчку по верху аккуратно. Иголочками я закрепила, стало быть удобней. Ну и можно прострочить до конца. Останется карман приутюжить. Смотрите, вот так это выглядит. А с изнанки чистый край. Вот такая технология обработки. Теперь нужно стачать выточки и соединить, лучше сметать, конечно, все остальные шаговые и боковые, для того, чтобы сделать примерку. Итак, брюки примерены. Я их уже даже стачала и обработала на верлаке. Так это выглядит. Внизу просто оверлок и настройка. Все. Были внесены изменения, о которых я сейчас вам расскажу, что непосредственно было сделано. Та складка, две складки, которые я планировала, на заказчице мы вот так с одной обошлись. Нам показалось это более интересно. Вот так выглядят карманчики. И теперь я хочу остановиться на поясе, потому что пояс должен останавливаться на талии и прилегать к телу. Поэтому нужна форма, я вам сейчас приблизительно покажу, вот такая у пояса. И как ее достичь,
влажно-тепловой обработкой. Вот особенность того, как я это делаю, сейчас вам продемонстрирую. Но перед этим я вырезала детали, 3 детали. Одна деталь соответствует длины пояса плюс прибавка по левой половинке. Другая деталь по правой половинке, потому что они отличаются из-за того, что здесь есть откосок. Сбоку форма не прямая, а под углом. И задняя половинка тоже вырезана под углом. И мы тоже будем придавать форму поясу, для того, чтобы вокруг талии была красивая линия, ничего не отставало. Для того, чтобы форма стала такой, для этого необходимо заутюжить. Перед этим я посадила на трикотажный флизелин. Просто. А теперь нужно под натяжением отрезать полоску ткани. Не ткани, а еще дублерина. Вот я так сделаю, мне так будет удобнее. И одновременно по заутюженному краю нужно и оттягивать, и вот эту часть подтягивать. Сначала приутюживаем этот край, а теперь под большим натяжением припосаживаем вот эту часть. После чего сворачиваем. И теперь делаем оттяжку. И пояс приобретает изогнутый вид. Вы можете в таком положении изнутри сделать стабилизирующую строчку вот здесь и закрепить край, а можете сверху отделочную. И мы получаем изогнутую линию. Еще можно немножко подправить, то есть сутюжить вот этот край и оттянуть внешний. Точно так же я сделаю по спинке. После чего технология уже не меняется. Нужно соединить пояс по спинке по краям. И потом втачать сначала верхний пояс, а потом нижний пояс. И все. Технология остальная очень-очень похожа на то, что я всегда делаю. Пояс стачали из частей под углом, как я уже показывала. Швы разутюживаем, сворачиваем. И форма пояса теперь вот такая. Она такая, как посадка у девушки. Вот такая, полукруглая. И прилегать по талии будет хорошо. Теперь нужно выровнять, осноровить все вот эти участки. Сделать одну ширину. И нижний пояс, вот этот, заворачиваем где-то на сантиметр и даем строчку, закрепляя край. Затем подрезаем слегка верхний пояс до ширины где-то 0,5 выступания. И потом именно его будем втачивать в пояс основного изделия, в талию основного изделия. Притачала пояс поверху, потом обработала уголки, вот так обработала, вывернула, приутюжила. И теперь и с этой стороны то же самое. Изнутри обработала, приутюжила. Вот. И теперь нужно дать строчку в канавку. Вот прям постараться попасть на машинке в самый край. Это позволит нам и захватить нижний пояс, и сделать красиво. И потом все приутюжить, пробить петельку, пришить пуговицу. И наши брючки будут готовы. Ну вот, брюки я дошила. Так они выглядят. Широкие брючки. Гольфик. Поясок, карманчики.
Ну, все как обычно у брюк бывает. Просто пояс делается немножко по-другому. А так, ничего особенного. Обязательно померим. Ну, когда дошью топ. И девушка будет в полном образе. Кому понравились такие брюки, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик. И вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всем творческих успехов!